Представьте, что поздней ночью вы включаете старое ламповое радио. В эфире только треск и шипение. Но внезапно, среди шума, звучит голос, короткая фраза, одно слово или даже ваше имя. Случайность, особенность человеческого восприятия, или кто-то действительно пытается выйти на связь? Сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных явлений в истории паранормальных исследований – инструментальной транскоммуникации, или ИТК. Феномене, который десятилетиями заставляет людей по всему миру вслушиваться в радиошум в поисках голосов умерших. Мы уже 9 лет изучаем феномен электронного голоса, и сегодня я решил поставить новый эксперимент. Я раздобыл старый ламповый радиоприемник, примерно через такой же Фридрих Юргенсен записывал феномен электронного голоса. Мы считаем, что сущности могут использовать электромагнитный шум для передачи информации, поэтому мы и проводим такие эксперименты. В 1959 году шведский художник и режиссер Фридрих Юргенсен отправился в лес записывать пение птиц. Вернувшись домой и прослушивая запись, он услышал нечто странное. На пленке присутствовали человеческие голоса. По словам Юргенсена, они обращались к нему лично. Некоторые фразы напоминали сообщения от его умерших родственников. Потрясенный находкой, он начал проводить новые эксперименты. И каждый раз, как утверждал исследователь, голоса возвращались. Некоторые сообщения длились, ограничившись всего несколькими словами. Другие представляли собой короткие диалоги. Среди энтузиастов существует мнение, что ламповые радиоприемники особенно подходят для подобных экспериментов. Причина проста. Они создают характерный аналоговый шум, треск, шипение, нестабильные радиосигналы. Сторонники ИТК считают, что именно в этом хаосе неизвестный источник может формировать слова и фразы. Обычно исследователи настраивали радио между станциями, где слышен только шум эфира, после чего задавали вопросы и записывали результат. Затем запись многократно прослушивается в поисках необычных звуков. За десятилетия исследований были собраны тысячи предполагаемых записей. Наиболее известные сообщения содержали имена умерших родственников, ответы на вопросы, предупреждения, просьбы продолжать эксперименты. Некоторые исследователи утверждали, что голоса даже предсказывали будущие события. Сегодня я попробую записать феномен электронного голоса именно так, как это делали наши предшественники. Наденьте наушники, мы начинаем эксперимент. Всем привет, друзья! Вот через вот это радио я уже год хотел записать феномен электронного голоса. Сегодня мы его покрутим и посмотрим, какой из этого вообще получится результат. Записывать мы будем на рекордер, слушать я буду через наушники. Такой эксперимент с таким радио я пока нигде не видел. Все используют обычное радио, современные. Но говорят, что именно на таком радио больше всего можно зафиксировать каких-то ответов из потустороннего мира. Друзья, если вы ждали это видео, подобный эксперимент с ЭГФ, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Я все комментарии читаю, каждому отвечу. Кому-то, может быть, повезет, отвечу голосовыми. И, конечно же, делитесь этим видео с друзьями, репостите к себе на страничке. Нам будет очень приятно, пусть это видео распространяется. Сейчас я его включу и посмотрим, как это будет работать вообще. Загорелась лампочка. Сейчас он нагреется. Это он нагрелся. Очень громко. А вот она громкость. Так, как это будет в наушниках? Ага, отлично. Мне, ребят, прям очень интересно и прям даже не по себе немножко. Сейчас мы его покрутим.
Я пока... Или одеть. Я его настраивал на такую волну как-то, когда в первый раз его включал, чтобы здесь не было радиостанций. Я мало в них разбираюсь, в этих радио, но я вот кручу, и я не слышу эфиров никаких. И вот в этом шуме мы сейчас будем пытаться записать феномен электронного голоса. Нам может кто-нибудь ответить из потустороннего мира? Я хочу связаться с душами почивших людей. Есть ли кто-то рядом со мной? Через радиоэфир вы можете со мной связаться. Через радиоэфир этого старого радио вы можете оставить имя послание. Со мной могут поговорить? Со мной могут выйти на связь через радиоэфир? Ответьте мне. Так.
Кто это? Ответьте мне кто-нибудь из потустороннего мира. Ребят, ты знаешь, мурашки по коже идут. Такой звук. Кто-нибудь, выйдите со мной на связь. В общем, пусть пишет, а я отойду. Итак, друзья, я попробовал записать именно 5 минут тишины. Я покопаюсь в этом шуме. Сейчас мы сделаем с вами по-другому, потому что именно ушами я не слышу ничего. Скорее всего, придется запись как-то обрабатывать, как я это делаю со своими всеми записями. Давайте так. Я сейчас буду крутить станции, задавать вопрос и останавливаться где-то примерно секунд на 10. Я задам стандартные вопросы, потом обработаю запись и мы послушаем. Так, запись идет. Итак, со мной могут поговорить из потустороннего мира. Если кто-то может выйти со мной на контакт, представься.
Как тебя зовут? Кем ты был при жизни? Можешь ли ты передать какое-то послание мне? Ты сейчас рядом со мной. Ты злой или добрый дух? Почему ты не можешь ответить четко через это радио? Ответьте мне. Итак, друзья, вот такой эксперимент. Я надеюсь, что у нас что-то получилось. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И хотелось бы вас попросить о помощи. Я сейчас собираю средства на ПК, потому что у меня компьютер больше не работает. Мне приходится компьютер постоянно у кого-то просить. Я не могу, в общем, монтировать никакие видосы, только если на телефоне. Мы на данный момент собрали 28 тысяч, мне нужно около 100 тысяч.
на хороший компьютер, который мне будет служить долгие годы. Очень благодарен всем тем, кто мне помог с донатами, и я надеюсь на вашу помощь, друзья. Любая сумма, даже сумма чашки кофе, если вы хотите внести вклад в развитие канала и помочь мне в выпуске новых роликов, вы можете задонатить любую сумму, которую считаете нужным. Все те, кто задонатил больше всех, я веду статистику, те получат призы. Ссылочки будут в описании. Если вы живете в РФ, без комиссий и без каких-то вычетов, вы можете отправить денежку на Тинькофф Банк по ссылке в описании, или вот здесь сейчас появится QR-код. Или же, если вы живете за границей где-то, то Donation Alerts – это вторая ссылочка в описании. Спасибо всем огромнейшее, спасибо всем тем, кто помогает, спасибо, что вы с нами, спасибо, что не забываете нас. Ну а я буду готовить для вас новое видео, подумаю, какой контент снять, чтобы вас удивить. Если с этим приемником что-то получится, то в дальнейшем мы еще раз его попробуем. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.